Всем привет, друзья! Я взяла обычные сланцы, шлепанцы. И также у меня были обрезки и остатки от джинсов и старые рваные джинсы. И сегодня я покажу, как можно сшить потрясающие сандали на лето. И для начала мы отрежем верх от шлепок. Затем мы приклеим вот эти штучки на термоклей, чтобы у нас не было на подошве дырок. Готово. Вот такая ровная подошва у нас получилась. Теперь мы делаем замеры по ноге и строим выкройку. Для начала мы измерим высоту пятки, у меня это 10 сантиметров. Затем нам необходима ширина, вот таким образом ее измеряем. У меня это 16 сантиметров. Построим задник наших сандалий. Высоту берем как высоту пятки 10 сантиметров, далее откладываем 1 сантиметр. И внизу 8, что является половиной ширины пятки. И затем проводим вот такую произвольную линию. Вот такой формы. И вырезаем ее. Итак, следующий замер — это объем щиколотки, у меня это 30 сантиметров. И ширина стопы в двух местах, у меня это примерно 18 сантиметров. Далее я построила две полоски по ширине стопы 18 сантиметров и шириной 5 сантиметров. Мы ее будем складывать пополам, вот таким образом. И также я построила выкройку по длине щиколотки и шириной 2 сантиметра. Вот таким образом будет закрепляться она сверху. Готово. Вот такие три детали получилось. Я решила не использовать обрезки, так как они все разных оттенков, а сшить из одних старых джинсов. Максимально возможным отрезаем целым джинсовое полотно с джинсов. Срезаем швы. И начнем с выкройки задника. Прикладываем вот таким образом к сложенной вдвое штанине. Сверху мы даем припуск 2 сантиметра, по всем остальным краям по 1 сантиметру. И вырезаем. Таких нам понадобится 4 детали. Готово. 2 детали на один тапочек, 2 на второй. Далее вырезаем остальные детали. Такой детали по ширине стопы нам понадобится также 4 штуки. Детали на щиколотку нам понадобится 2 штуки. Итак, вот все наши детали из джинсов. Разделяем их на 2 комплекта. И сошьем детали. Первые детали сшиваем с задника вот таким образом на 1 сантиметр от края. И эти детали, 3 оставшиеся, тоже на 1 сантиметр от края, складывая их пополам. Готово. Теперь вывернем все детали. На скругленных краях я сделала надсечки, срезала уголки для удобства выворачивания
и выворачиваем задник. Расправляем все иголочкой, все уголки. Готово. Эти детали я выверну с помощью булавки, вот таким образом. Готово. Также все детали необходимо прогладить. Итак, наши детали для одного тапочка вот такие. Также сейчас мы выкроем подошву. Вырезаем примерно с припуском 1,5 сантиметра. Готово. Вот такие две подошвы получились. И чтобы их аккуратно заутюжить, припуски, я сделаю шаблон по величине подошвы из картона. Сделаем надсечки по периметру всей стопы. И с помощью этого шаблона будем аккуратно заутюживать припуски. Вот таким образом. Готово. Убираем шаблон, и остается вот такая заутюженная подошва. Сделаем также со второй. Обе готовы. Пока отложим их в сторону и займемся пришиванием наших деталей к подошве. Задник складываем пополам, чтобы найти середину. Отмечаем иголочкой. Прикладываем к середине пятки. И прикалываем, делая припуск примерно 1 сантиметр. Готово. И далее таким же образом прикалываем две детали по ширине стопы, крест-накрест, вот таким образом. Также делая припуск 1 сантиметр. После прикалывания деталей рекомендую примерить это на своей ноге, чтобы нигде не было слишком свободно и не было маленьким. И вовремя успеть это подправить. Итак, готово. Прикололи детали. Далее мы будем их пришивать. Я взяла хлопковую прочную нить, примерно в тон материала и подошвы, и будем пришивать толстой иголкой. Первый стежок мы делаем через материал. Вытягиваем нить. Второй стежок мы делаем через материал и подошву, вот таким образом. И вытягиваем иголку плоскогубцами. Образуется вот такая петля. Ее мы до конца не вытягиваем и вправляем туда нить. Далее затягиваем петлю и вытаскиваем нашу ниточку. Первый стежок готов. Второй мы делаем на расстоянии примерно полсантиметра через ткань и подошву. Также помогаем себе плоскогубцами и вытягиваем нить полностью. Далее в получившуюся петельку просовываем нашу иголку и вытягиваем нить. И далее идем по такому же принципу. Повторяем все наши операции. Вытягиваем нить, просовываем через петлю и следующий стежок.
Итак, готово. Закреплять нитку мы будем следующим образом. Выводим ее внутрь тапочка и делаем узелок. И обрезаем нить. Следующие детали мы сшиваем точно таким же образом. Готово. Посмотрите, как аккуратно получилось. И нам осталось пришить пятку. Пятку будем пришивать точно таким же образом. Итак, мы полностью прошили тапочек. Посмотрите, как это выглядит. Точно таким же образом мы сделаем второй. Готово. Наши детали пришиты к подошве. Далее будем вклеивать джинсовую подошву. Ее также можно пришить таким же способом, но я решила приклеить с помощью клеевого пистолета. Аккуратно выкладываем подошву джинсовую и приклеиваем. Готово. Подошва прочно приклеена. И таким же образом сделаем со второй. Итак, готово. Вот так аккуратно смотрится. И далее нам необходимо задник отвернуть на 2 сантиметра и пришить на расстоянии 2 миллиметров от края. Готово. В это отверстие мы будем вставлять заранее подготовленные наши шнурки по величине щиколотки. Просовываю я с помощью пинцета. И для скрепления их на щиколотке я пришью кусочки липучки. Готово, липучка пришита. Наши сандали практически готовы, но я решила еще украсить их бантом из джинсов. Для этого нам понадобится квадрат 12 на 12 сантиметров, который мы складываем пополам и сшиваем, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Далее выворачиваем, срезая при этом уголки. Все расправляем и проглаживаем. Готово. Далее мы складываем вот таким образом в бантик. И я взяла обрезки от швов джинсовых и вот таким образом приклею и пришью бантик. Саму основу я пришиваю,
А вот этот кусочек, который у нас от джинсовых швов, я приклею с помощью термоклея. Готово. Наши сандали полностью готовы. И тут мне пришла идея заменить ремешки на щиколотках такими же швами от джинсов. Мне подумалось, что они хорошо бы сочетались с цветком, с бабочкой на сандалиях. Я сделала точно такие же по размеру шнурки. Также пришила липучку к этой полоске. И мне этот вариант понравился больше. Я решила оставить такую застежку на щиколотку. Итак, друзья, наши сандалии из обычных шлепок и старых джинсов полностью готовы. Посмотрите, какие симпатичные и оригинальные сандалии получились. Они очень удобно сидят на ноге и выглядят женственно. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием.